третьем тысячелетии до нашей эры создана первая школа. Но в этой школе учились далеко не все, а только дети фараона, жрецов, чиновников, и изредка за денежную плату учились дети людей попроще. В Древней Греции мальчиков отец брал на себя попечение, юноши же продолжали ходить в школы, а девочек мама обучала ведению домашнего хозяйства. В Древней Руси училища постепенно превращались в школы. Именно тогда Ярослав Мудрый в 1030 году создал первую школу в Новгороде. Дети изучали грамматику, арифметику, диалектику, риторику, геометрию, музыку, астрономию. В школе не только учили детей, но и изучали культуру. Монголо-татарское нашествие привело к упадку уровня образования, а центрами образования стали монастыри. Для функционирования государства требовались грамотные люди, а после смуты образование было необходимо в политической и идеологической борьбе. Именно тогда, с 1601 года по 1700 года, открывались Киево-Могилянские коллегии, а по этому образцу была создана Московская славяно-греко-латинская академия. С середины тех же годов в Москве начали открываться новые школы, работавшие по образцу европейских грамматических школ и разрешавшие получить светское образование. Петр I был первым, кто создал систему профессионального образования в России. А с 1714 года он обязал всех детей, кроме крестьян, обучаться в этих школах. Правда, уделялось внимание образованию в связи с тем, что развивалась армия и флот. Да и сами циферные школы не были популярностью у населения, так что их закрыли в 1744 году. При Екатерине II стало внедряться в Россию классное урочное образование. Также появился четкий план образования и появились учебники. Это все появилось в 19 веке. Также были введены новые школы: приходские и уездные училища, а также гимназии. В первых двух типах учились все дети полностью бесплатно. Давалось начальное образование: чтение, письмо, закон Божий и тому подобное. В уездных училищах то же самое, только проходило более углубленно. Отдельного внимания заслуживают земские школы, появившиеся в России в результате земской реформы 1864 года. В них обучались дети от 8 до 12 лет в течение 3 лет. Но несмотря на это, уровень грамотности населения России к 20 веку был крайне низким. И поэтому к 1933 году проводились эксперименты с образованием, и в результате образовательные программы унифицированы и под них созданы учебники. Официально День знаний был утвержден Верховной Радой СССР 1 сентября 1984 года. Хотя история праздника уходит далеко в прошлое, корням и традициям в Древней Иудее, где этот праздник отмечался окончание жатвы. В этот день, согласно Святому Евангелию, Иисус обратился с проповедью к народу. Таким образом, 1 сентября стало почитаться христианами как знаменательное событие. И в 325 году нашей эры императором Константином было принято решение о начале Нового года с 1 сентября. На Руси этот день начал почитаться только с 1492 года, после указа Ивана III Великого, который наказал перенести празднество и встречу Нового года с марта на первый день осени. Так и получилось, что начало учебы было приурочено к началу церковного Нового года. Указ императора всей Руси Петра I о переносе празднования и исчисления Нового года на январь не смог повлиять на следующую традицию. Так и осталось 1 сентября праздником начала учебного года. За долгие годы существования школ праздник 1 сентября обогатился своими традициями. В школах обязательно проводятся линейки, а учителям и преподавателям в этот день принято дарить цветы.